молодая и быстро развивающаяся китайская компания NIO представила свою флагманскую модель ET9. Новинка NIO станет самым дорогим автомобилем в истории бренда. Начальная цена составляет от 800 тысяч юаней или свыше 112 тысяч долларов США. Автомобиль будет конкурировать по уровню комфорта с Mercedes-Maybach, Bentley и Rolls-Royce, как заявляет компания. ET9 – это полностью электрический автомобиль с кузовом фастбэк, то есть седан без четко выраженного третьего объема, но с изолированным от салона багажником. Для ET9 компания NIO разработала архитектуру силовой установки, использующую напряжение 925 вольт. Максимальная сила тока, используемого при зарядке, достигает 765 ампер, а мощность зарядной станции способна достигать 600 киловатт. Штатная тяговая батарея электромобиля имеет емкость 120 киловатт-часа, и высокое бортовое напряжение позволяет восполнять 255 километров запаса хода за 5 минут. Можно потратить еще меньше, если заменить батарею на заряженную на специальной станции за 3 минуты, не выходя из машины, иронично отметил основатель NIO Уильям Ли. В штатное оснащение входит активная электрогидравлическая подвеска, способная за секунду поднять или опустить кузов на 50 мм и проехать лежачего полицейского так, чтобы бокал шампанского на столике пассажира не расплескался. Каждый амортизатор взаимодействует с независимым электрогидравлическим насосом, который может выполнять обработку информации и реагировать в течение 1 миллисекунды. Заявленный максимальный клиренс 200 мм. Ступицы 23-дюймовых колес не вращаются, чтобы эмблема NIO всегда находилась в правильном положении. Руль электромобиля механически не связан с колесами, а лишь отдает команды по проводам. Задние колеса снабжены собственным рулевым механизмом и могут поворачиваться в любую сторону на угол до 8,3 градуса. Диаметр разворота электромобиля чуть менее 11 метров. Архитектура салона NIO ET9 изначально строится вокруг комфорта задних пассажиров, коих может быть лишь 2. На центральном тоннеле располагается общий сервисный 8-дюймовый экран и беспроводные зарядки для смартфонов. Этажом ниже находится охлаждаемый мини-бар. А еще задним пассажирам положены 2 дисплея с диагональю экрана 14,5 дюйма. Дисплей на центральной консоли справа от водителя имеет диагональ 15,6 дюйма. Здесь установлены раздельные кресла-кровати с множеством регулировок, вентиляцией, подогревом и массажем. Спинки задних сидений могут отклоняться на угол до 45 градусов, позволяя передвигаться на дальнее расстояние с комфортом. Электрокар будет оснащаться 2 электродвигателями. Передняя синхронного типа будет выдавать 245 лошадиных сил. Задний на постоянных магнитах будет относиться к синхронному типу и обеспечивать мощность 462 лошадиных сил. В совокупности это позволит электромобилю выдавать в пике 707 лошадей. Как сказано ранее, емкость тяговой батареи составляет 120 киловатт-часа. Запас хода не озвучен, но он явно превысит 600 километров. Для ET9 компания разработала цилиндрические аккумуляторные ячейки нового типа размера, которые своим диаметром совпадают с продвигаемыми Tesla ячейками, но при этом длиннее на 25 мм. По поводу возможности оснащения новинки полутвердотельными аккумуляторами Валион емкостью 150 киловатт-часа на презентации ничего сказано не было. Возможно, эта опция будет доступна к моменту выхода флагманского электромобиля. В кузов фастбэка интегрированы различные органы искусственного зрения, в том числе 3 лидара, необходимые для работы полноценного автопилота. При этом в Китае по-прежнему разрешены автопилоты максимум 2-го уровня, требующие постоянного контроля со стороны водителя. Для автопилота NIO разработала собственный 32-ядерный вычислительный процессор NX9031 с 5-нанометровым техпроцессом. Крыша у новинки стеклянная с продольным ребром жесткости и выдвижными солнцезащитными шторками.
Жесткость кузова, как заявляет компания, будет на уровне суперкаров. В кузов интегрирован выдвижной спойлер, создающий дополнительную прижимную силу на высоких скоростях. Всего в модели ET9 используется более 100 технологических решений, которые NIO разработала своими силами. Габаритная длина 5325 мм, ширина 2016, высота 1620. Колесная база 3250 мм. Если бы это был минивэн, то внутри можно было бы вместить и 8 человек. Но NIO ET9 рассчитан исключительно на 4. Он также оснащен большими 23-дюймовыми колесами. Внешний диаметр шин достигает 790 мм. NIO уже принимает предварительные заказы на модель ET9, но поставки заказанных машин клиентам начнутся лишь в первом квартале 2025 года. Предпродажная цена NIO ET9 составляет 800 тысяч юаней или в переводе с местной валюты 112 700 долларов. Основанная в 2014 году предпринимателем Уильямом Ли, компания NIO изначально метила в премиум-сегмент. А теперь дозрела до лакшери. Новинка демонстрирует беспрецедентный для китайского авто с кузовом фастбэк уровень роскоши. Флагманская модель будет конкурировать по уровню комфорта с Mercedes-Maybach, Bentley и Rolls-Royce. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи!